Неожиданное появление, правда? Информация для вас. Мое видео на несколько дней появляется раньше на ВК-видео. Ссылку я оставил в описании. Переходи, если хочешь смотреть наши сюжеты значительно раньше. 215 лошадиных сил для Нивы — это очень много. Моя первая мысль была, если дернется правая нога, то машина просто улетит. Эх, застоялся конь в стойле. Спортивный конь. Ему прерий подавай. Песок, пампасы, а не все это. Но жизнь уготовила ему не смерть в песках или забвение в пыльном гараже. Жизнь установила машину фактически на пьедестал среди равных, а именно в музейном комплексе гражданской военной техники, что в 15 минутах езды от Екатеринбурга, где на площади около 85 тысяч квадратных метров собрана коллекция, насчитывающая 12 тысяч экспонатов, и она постоянно пополняется. Максимальная скорость, до которой я могу разогнаться, 180 километров в час с полным приводом. Это для 2024-го звучит ужасно. А представляете, каково было в 1984 году? И ведь машина едет, машина тянет, машина летит. Прикиньте, а праздники все еще идут. И некоторые до сих пор гуляют. А некоторые нехило экономят. Потому что у дилеров есть планы не только по продажам новых автомобилей, но и по прохождению ТО. Поэтому так и появляются хорошие скидки. В январе экономия достигла до 80%. Смотрите сами. Заходим на сайт автоспот.ру, выбираем свой автомобиль и какое ТО планируется. На карте появляются предложения и скидки. Вам остается выбрать лучшую цену, ну и чтобы зафиксировать за собой скидку, достаточно оставить заявку в 2 клика. Теперь вы знаете, где можно экономить на прохождении ТО с сохранением гарантии. Ну а чтобы скидки всегда были под рукой, качайте приложение Автоспот. Ссылку я оставил в описании. Любите ли вы музеи, как люблю их я? Я не про Третьяковскую галерею, хотя, уж точно про музей современного искусства. В моих музеях должна быть техника. Вот как это все. Лада Нива Пок Прото. За каждым словом история. История побед и поражений. Про поражения особенно важно упомянуть, потому что без них побед не бывает. Я обязательно проеду на этой машине, чтобы проникнуться духом внедорожника, который заставлял нервничать всякие Паджеро и прочие Порше. Но сначала немного истории, чтобы всем величием этой машины, и это ни разу не ирония, прониклись и вы. Итак, в 1977-м первая серийная Нива появилась в продаже, и сразу 5 частных экипажей захотели ее приобрести для участия в первом ралли-рейде Париж-Алжир-Дакар. Именно тот самый знаменитый Париж-Дакар. 10 тысяч километров на неизвестной машине — это было смело. Вот как это происходило. Гонка стартовала в конце декабря 1978 года. Естественно, без проблем не обошлось. На одной из Нив серийный задний мост после серии прыжков стал выходить из строя. Через 1,5 недели тяжелейшей гонки до финала добрались лишь 2 любительских экипажа. Один финишировал на 28-й позиции, а второй, тот самый экипаж с проблемным задним мостом, завершил гонку на 42-й позиции. И это феноменально высоко для неизвестного автомобиля, учитывая то, что на первом Дакаре не было разделения по классам. Грузовики, внедорожники и мотоциклы участвовали в едином зачете. Нет, именно эта Нива не имеет никакого отношения к той 5-ке первооткрывателей. Сейчас мы дойдем до нее, заодно вы поймете, почему в ее названии есть слово «пок». После финиша один из экипажей заключил сделку с французом по имени Жан-Жак Пок. Он занимался продажей советских автомобилей во Франции. Сначала москвичами, а затем ВАЗами.
Так вот, сделка была следующая. ПОК обеспечивает трансфер экипажа и автомобиля из Дакара во Францию, а взамен с ним делится ценными сведениями о том, как улучшить и без того удачный советский внедорожник. Именно эта Нива подготавливалась к гонке 1984 года, и Жан-Жак Пок подготовил что-то особенное. Нет, он и ранее делал Нивы, но не такие серьезные. А сейчас все для того, чтобы выставиться на следующем Дакаре. Сделка состоялась, и именно с этой точки и начинается история этой поковской Нивы. Здесь нет под капотом штатного вазовского двигателя, который можно было разогнать до 180 коней. Здесь же стоит французский мотор Maurellic Simca GRD. Его объем 2,5 литра, и мощность его начиналась со 180 сил и заканчивалась 215. Но если оригинал был турбирован, тут ее нет, так надежнее. Так и хочется крикнуть вдаль, в сторону Тольятти. «Лада Спорт, как дела, как мощность?» А оттуда из дымки 118 коней, но я стараюсь. К тому же базу автомобиля увеличили на 200 мм, расширили колею спереди-сзади, соответственно и крылья. Сам кузов также усилили. И, конечно, установили гоночную подвеску с титановыми пружинами. КПП, раздатка, правда усиленная, мост и редуктора воткнули помощнее с передаточным числом 4.4. Но все это заводское. Доработки видны невооруженным глазом. Скажем, задний мост усилен приваренными снизу косынками. Есть ограничительные петли, чтобы при прыжках по барханам его не вырвало. Взамен тяги Панара применен механизм УАТа. А сколько сзади амортизаторов? Спереди также не обошлось без изменений. Установлены дополнительные амортизаторы и усиленные тормоза, дисковые, вентилируемые, с плавающей скобой по кругу. Борьба с весом тут, так сказать, налицо. Капот, двери, крышка багажника. Пускай вас не смущают знакомые элементы. Все это выполнено из стеклопластика. Стекло также не стекло. А вот лобовое стекло, но оно вклеено, а не посажено на черные уплотнители. Вы спросите, а где же мощные воздухозаборники, которыми щеголяют раллийные автомобили? А вот они. Не самые мощные, но довольно эффективные. На месте штатных габаритов по 2 отверстия с сеточкой, а указатели поворотов, чтобы освободить место, поставлены вертикально. Это еще не все особенности. В машине облегченная крыша, бензобак, пластиковые окна, боковые и задние. В салоне отсутствует все лишнее, лишь 2 гоночных кресла и пара запасок. Попасть в машину довольно просто. Поднимаете ручку и все. Но я хотел бы сказать пару слов про вот это отверстие в ручке двери. Оно нужно было для безопасности во время ночных стоянок, чтобы ни один бедуин или конкурент не могли проникнуть в салон. А работало это все очень просто. Обычный навесной замок с дужком продевался вот в эту дырочку и закрывался. Все. Граница на замке. Перевалившись через каркас безопасности, все, мы в машине. Не обращайте внимания на некоторую обшарпанность. Точнее, даже не так, наоборот. Обратите внимание, что машина несколько уставшая. Это потому, что она попала в музей фактически в том же состоянии, в каком она закончила свою последнюю гонку. Естественно, ее немного восстановили, но, так сказать, чтобы бегала. В этом-то и есть огромная музейная ценность. Так, ну что ж, немного гимнастики. Опачки. Главное, не пыхтеть. Отделка двери пластик. Ручка просто мощная. Боковой карман. Снизу видны 2 насоса высокого давления, так как здесь все-таки 2 самодельных бака под попой у пилота. Ковши тут прикручены намертво. Никаких салазок, и это понятно почему. Каждое сиденье регулируется под конкретного гонщика, и мне здесь, ну, мягко говоря, узковато.
Я даже не смогу пристегнуться пятиточечными ремнями, потому что не под меня кольчужка сделана. Никаких магнитол здесь тоже не предусмотрено, и вообще здесь странная эстетика приборов с русскими надписями и крупными французскими. Есть и специальные раллийные приборы, переключатели и лампочки, но встречаются и родные детали. Те же рычаги коробки и раздатки, например, или педали. А вот чего нет в этом автомобиле, так это печки. Нет ее вообще, как будто этот драндулет приехал в Россию по параллельному импорту. А между тем, эта Нива успела и снег понюхать. Быстросъемная панель приборов. Торпеды, кстати, выполнены из металла. Предохранители, чтобы сразу были под рукой, а не лазить куда-то под обшивку. Реле. Твинмастер. Я так понимаю, это считать пробег. Огромное количество всяких включателей, приборы. О, осы. Тоже, наверное, когда-то участвовали в гонках. А вы знаете, что ось из грузинского переводится как осетин? На полу сразу видно, насколько здесь изменена база, насколько выше пол. Ключик массы и переключение, флажок переключения с основного бака на резервный. Итак, как говорят у нас в Москве, подготовились и алга. Запуск двигателя — это тоже магия. Так, сначала миллиард рукояточек выдергиваем. 2 бензонасоса, контакт 2 штуки, контакт 3. Покачал насосик и старт. Подвеска жесткая, что логично. Она создавалась для того, чтобы выдерживать ралли-рейды протяженностью 10 тысяч километров. И еще раз повторюсь, здесь не про комфорт, здесь про выносливость, про силу духа. Ох, как я с ней борюсь. Спереди и сзади дифференциалы повышенного трения. Валить боком эта машина может, точно вам говорю. Но не сегодня. А еще я уверен, что вам интересна спортивная судьба и наивысшие достижения этой машины. Итак, это 4-е место в 86 году на Дакаре. Да, не подиум, но оцените, кому уступила. Мощным заводским командам от Mitsubishi и Porsche. Паджеро на 3-м месте, 959-й, 2-е и 1-е место. Естественно, это несравнимые возможности заводских бюджетов и бюджета, по сути, небольшого автомобильного дилера Жан-Жака Пока. Я не пристегнут, я без шлема, потому что если я пристегнусь и одену шлем, я тут не помещусь. Герои тогда были немножечко компактнее, чем я. А еще из-за того, что у меня шлема нет на голове, голова мерзнет. Тут напрямую воздухозаборник. И вообще ощущение, что я управляю Кощеем Бессмертным, потому что тут от Нивы остались только мощные кости. Зато запах держит. А еще гоночные прототипы в данной спецификации являлись призерами таких соревнований, как ралли «Атлас» 1984 год, Баха Монте-Бланкос 1985, ралли «Алжир» тоже 85. Всего было построено 8 таких автомобилей, и до сегодняшнего дня дожило всего лишь 4 единицы. И я безумно рад, что мне удалось потрогать, посидеть и даже прокатиться на этом автомобиле. Трофей засчитан, охота продолжается.